Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний Таро-прогноз мы делаем для представителей знака Весы. Давайте мы посмотрим, что Весов ожидает в период с 25 по 31 мая. Какие карты вам сегодня выпадут? Какие карты выпадут вам в этом отрезке времени по дням недели? Я расклад делаю, как обычно, по дням, то есть на каждый день недели достаю по одной карте. Сначала из основной, а затем из дополнительной колоды. И мы смотрим на те комбинации карт, которые у вас выпадут. Итак, расклад сейчас мы делаем для Весов. И смотрим период с 25 по 31 мая. Последняя неделя весны. Что она вам готовит, что интересного она принесет Весам, к чему готовыми нужно быть Весам. Напоминаю также, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, оставить лайк или сообщение, если захотите. Итак, смотрим Весы. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Первая карта у вас четверка жезлов, карта постоянства и в целом какого-то желания сохранять постоянство, гармонию в том, что вас окружает на работе, будь то или не на работе, а дома, допустим, да, но это желание постоянства, мира, какого-то спокойствия, которого вам здесь хочется. В принципе, по четверке жезлов можно говорить также еще и о возможности каких-то мероприятий, связанных с торжествами, праздниками, вот с чем-то в таком духе, поводом встретиться с вашими друзьями, знакомыми также. Давайте посмотрим, что еще здесь есть у Весов в понедельник. Здесь же у вас есть карта Иерофанта, и по сути тоже это карта традиций, традиционного такого вот взгляда на вещи, желание тоже заниматься больше своей семьей, больше внимания уделять своему дому, своим близким, может быть, какие-то традиции, которые вас сплочают с вашими родственниками, опять-таки мероприятия. Возможно, у кого-то это как карта брака может выпасть, кто планирует здесь роспись, допустим, тоже это может говорить об этом. Традиционно четверка жезлов считается картой брака, да, поэтому здесь, да, картой свадьбы. Возможно, с Иерофантом, картой священника, это может говорить о свадьбе. Но в целом, даже если здесь речь не о каких-то торжествах, то здесь по Иерофанту это мудрые решения, связанные с вашей семьей или с обеспечением стабильности, гармонии, то есть поступать мудро, что-то делать такое разумное здесь, не отходя от общепринятых норм, да, то есть так, как принято, как хотят или, да, думают, что вы поступите окружающие, так, скорее всего, здесь и делаете, так и поступаете. Следующая у вас карта Луна, это карта рыб, да, возможно, у кого-то общение с человеком знака рыбы, для кого-то карта Луна здесь может говорить о смятении, о каких-то переживаниях или страхах, которые у вас могут здесь иметься, и переживании, что, может быть, ваша мечта какая-то не осуществится, которую вы себе запланировали, то, чего вы сильно хотите по тузу кубков, то есть что-то такое очень для вас ценное, важное и чего вы желаете, жаждете. Какие-то могут быть переживания здесь по Луне с тем, что вот кто-то, может быть, вас обманет или кто-то не совсем честно с вами может поступить. И да, из-за этого появляется переживание, получится ли доверять, допустим, да, какому-то человеку в вашей жизни, может быть, в кого вы влюблены, к примеру, да, то есть здесь какие-то есть тревоги, волнения из-за этого. Дальше карта девятка жезлов, и здесь по девятке жезлов, в целом-то карта девятка жезлов, карта человека, который привык трудиться, прикладывать много усилий, над чем-то работать, на что он нацелен, вот, и пытаться довести начатое до конца, доделать что-то, что вы начали. Возможно, вы в среду хотите выполнить какую-то важную рабочую задачу, чтобы получить за нее потом вознаграждение финансовое. Также здесь есть такой защитный, барьерный такой механизм,
механизм, когда вы хотите оградить себя или своих близких от чего-то, что считаете опасным. Тут же еще и 5 кубков у вас есть, ощущение усталости по 5 кубков из-за какой-то неприятности или тяжелой работы, которая вот, ну, да, должна быть завершена, но вам она дается так как-то тяжело. Вы можете переживать с этой 5 кубков, что что-то не удастся или как будто бы не получится что-то выполнить, доделать, завершить. Здесь могут быть и неприятные ситуации, когда вам хочется от кого-то отгородиться, отделиться, как будто бы защититься. Карта 9 Пентаклей, карта человека, который много трудился, и чтобы прийти к этому вот состоянию материального благополучия, очень много приложил усилий. То есть вы здесь действительно по 9 Пентаклей обладаете какими-то деньгами, может быть, получаете их в этот день, но потому что вы приложили много усилий, вы над этим работали, вы трудились. Поэтому эта карта 9 Пентакли. Материальная выгода здесь называется. И вместе с пажом кубков показывает какие-то хорошие шансы у вас финансовые, связанные с получением денег. Или шанс заработать. Или какие-то хорошие новости, связанные с там, не знаю, с вашей работой или с успешным завершением работы, получения денег за ваш труд. Карта достаточно хорошая. Дальше 7 мечей. И вот 7 мечей — карта изначально говорящая о лжи, о предательстве, о каком-то проявлении нечестности. Вместе с 2 жезлов здесь есть желание разобраться в чем-то, что вы считаете как будто бы скрытым. Может быть, боитесь чьих-то скрытых намерений или мотивов. Вы боитесь, что кто-то может обмануть или предать вас. Поэтому по 2 жезлов вы интересуетесь чем-то, пытаетесь разобраться во всех деталях, насколько люди честны перед вами или насколько вы действительно видите истинную картину происходящего. То есть здесь, чтобы не было самообмана, да, вы пытаетесь разобраться, все действительно так, как я вижу, или это мне так хочется думать, да, на самом деле все не так, не так, как мне хочется или каким является. Карта 7 мечей. И в целом здесь, знаете, 7 мечей, здесь может быть и вот с 2 жезлов ситуация, где вы хотите достичь каких-то своих целей дальновидных, куда вы там смотрите, да, какую-то возможность какую-то использовать, но при этом не совсем честным путем. То есть нужно быть осторожнее в этом плане и постараться быть все-таки честными с собой и с окружающими, чтобы потом какая-то ложь, неправда не вышла на поверхность, потому что таким способом лучше не достигать своих целей. Дальше идет карта Королева мечей на субботу, и Королева мечей вашей стихии воздушной. Она говорить может о вас вместе с Королем Пентаклей, земным знаком зодиака. Опять-таки, может быть, здесь вовлечен каким-то образом земной знак, Девы, Тельцы или Козероги. Здесь могут быть какие-то решения финансовые, которые вы принимаете, и очень логично, очень рассудительно в этих решениях. Какие-то покупки, траты, но они очень и очень продуманные, то есть они не спонтанные. Здесь нет кубков, когда много чувств, много эмоций. Здесь все очень последовательно, очень структурировано, и вы очень-очень контролируете здесь свои финансы. Возможно, так. Может быть, какое-то очень честное, прямолинейное общение. Возможно, с земным знаком зодиака, может быть, касающееся финансов, поэтому выпал Король Пентаклей. То есть какие-то честные, прямолинейные разговоры. Ну и в целом вы очень проницательны, внимательны, особенно во всем, что касается денег, здесь финансов. Дальше Принцесса жезлов или Паж жезлов, такая огненная стихия. Да, может речь идти про общение с огненным знаком зодиака. Это Львы, Овны или Тельцы. Здесь же еще и карта Мир. Вы можете здесь хотеть использовать какие-то шансы или возможности, чтобы достичь в чем-то триумфа или достичь чего-то для вас важного, что сопряжено было бы в вашем понимании с завершением какого-то важного цикла или с получением признания у окружающих ваших заслуг или какой-то вашей победы. То есть вам по карте Мир хочется успешного завершения или мирного завершения чего-то. Вот, или вы можете получить какие-то новости по Принцессе жезлов извне, да, то есть какую-то информацию о чем-то происходящем в мире. Она может быть тоже очень интересная для вас, важная, здесь актуальной. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для весов мы завершаем. Я всем желаю всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.